Уважаемые дамы и господа, мы с вами рассмотрели достаточно много вопросов различных тем, которые мы изучаем на наших занятиях. Следующий вопрос, который мы также рассматриваем, это основные знаки. Цель ролика — понять, что такое основные знаки, для чего они нам нужны, ну и дальше как этим пользоваться. Что такое знаки в тонком мире? Да, если сравнивать, вот как это происходит на физическом уровне, это привычные действия, привычные реакции, мы их даже особо не замечаем. Да, видим полицейский, скажем, нужно сбавить скорость. Или человек там агрессивный, да, неадекватный, не очень трезвый, его нужно обойти. Там где-то акции, сувениры, может быть, бесплатно раздают в виде подарков и еще что-то хорошее. Ну, почему бы не подойти поближе, не посмотреть? Да, то есть знаки — это что? Это информация, которая нам нужна для принятия тех или иных решений. Там дорожные знаки, светофор, да, когда есть смысл идти или когда там есть шанс попасть под автомобиль. Вот это знаки. В тонком мире их роль примерно такая же, ну хотя как бы не совсем, но примерно. Это информация для принятия решений. Знаки говорят о том, кто перед нами, что можно ожидать от этого человека, что судьба запланировала относительно этого человека, ну, относительно себя в том числе. По крайней мере, что мы изучаем на наших занятиях, какие вопросы являются одними из ключевых. Ну, первое, что нам нужно знать о другом человеке. Да? К нему есть смысл приближаться или его нужно опасаться, как там, слегка перефразируя, да, христианских там апостолов. Сначала убедить, что человек от Бога, да, потом уже приближая его к себе. Да, потому что если вы доверяете не тому, это одна из основных причин неприятностей в жизни. Да как определить вот человека, насколько он позитивен, да, то есть он способен нести добро, негативный, он принесет зло, да, проблему. По большому счету, в первом приближении очень просто, по качеству энергии. Чем человек более позитивен, тем его энергия более светлая. Чем человек более проблемен, негативен, тем его энергия более темная. Да? Поэтому тем, кто светел, они источник радости, они излучают энергию, и они же приносят благо в жизнь. Да? А те, кто негативен, то есть у них много агрессии, много там, предрасположенности к обману, к предательству, каким-то другим неправильным действиям, к агрессии, да, нужно ожидать проблему. Да, лучше их, конечно, опасаться, от них лучше защищаться. Да, поэтому цвет энергии, качество энергии. С другой стороны, люди разные. В каждом может быть и хорошее, и плохое. Да, поэтому может быть такая ситуация, что, скажем, одни центры, одни чакры, они более позитивные, и по соответствующим ценностям, которые подключены к этой чакре, да, по соответствующим целям, там могут быть позитивные результаты. Другие центры, да, то есть их вопросы, их тематика более проблемные, да, более темные, и там, конечно, неприятностей будет на порядок больше. Первое, что нас интересует, человек светлый или проблемный. Да? Второе, каков уровень человека. Да? То есть если он более высокий, ну, есть смысл высказать ему уважение, есть смысл у него учиться, ну, по крайней мере, внимательно послушать, что он говорит. Если он равный, ну, с ним нужно договариваться. Если он на более низком уровне, ну, собственно, навряд ли он может быть наставником, и навряд ли он поможет вам в ответах на те или иные вопросы. Да? Но это как бы одна сторона медали, что может дать взаимодействие с другим человеком. Другая сторона медали, ну, нужно вежливо, да, аккуратно разговаривать с незнакомыми людьми. Особенно если у них там высокий уровень, это в том числе влияет иногда и на карьеру, иногда и на здоровье. Поэтому в тонком мире как определяется уровень человека? Признаков достаточно много, но один из таких простых визуальных — это размер чакр. Чем человек умнее, тем чакры у него больше. Да, пустая голова, она может быть в буквальном смысле пустая, чакрки маленькие, не успел еще там многое понять и подумать. И если человек на высоком уровне развития, у него чакры
большие, да, чем умнее, чем выше уровень, тем чакры человека, они крупнее. Да, кроме этого, один из показателей, наверное, все смотрели книги там по индуизму, брахманизму, да, где богов изображают с множеством змей над головой. Фактически каждая змея, каждая кобра — это плюс один уровень развития. Да, это вот на какой высоте находится вот данное существо. Да, поэтому если у человека над головой есть там одна или несколько коброчек, ну, минимум на каком-то приличном уровне, да, то есть третий уровень, выше, четвертый, пятый, он уже находится. Да, у него соответствующие убеждения, свойства, да, качества, навыки, да, подтвержденные по жизни, у него уже это есть. Да, его уже тонкий мир уважает. Да, он не в первом классе, да, первый уровень, считайте, первый класс. Он уже поднялся гораздо выше. У него есть бесстрашие, у него есть понимание духовных законов, он уже тем или иным образом знаком с тонким миром. Да, поэтому уровень и различные показатели говорят о том, где находится человек. Стоит ли его воспринимать серьезно с точки зрения того, что он говорит. Да? Какую пользу это может вам дать. Есть вот такие, да, уровень, позитивность. Есть показатели, которые говорят, какую роль занимает человек в этом мире. Там форма, да, у полицейского одна, там у строителя другая. Если вы заходите в храм, там, каждый святой, он изображен по-своему. Да, и это не просто там предметы и одежда. Это свои системы, свои атрибуты. Да, это то, что говорит, какое положение занимает вот этот человек или эта душа в тонком мире, какие у нее заслуги, какие у нее права и полномочия. И каждый элемент, это вот человек в квартире там купил что-нибудь и поставил, это может быть просто предмет. Да, в тонком мире в большинстве случаев, не всегда, но во многих случаях, в большинстве случаев, все, что там изображается, это свой символ, да, власть, оружие, магическая какая-то сила, да, но в любом случае это положение человека в тонком мире, его права. Да, с какими вопросами в конечном итоге к нему можно обращаться, да, с какими не стоит. С другой стороны, вот то, что мы видим в тонком мире, знаки — это да, мы учимся читать окружающий мир и понимать, что происходит, и правильно принимать решения. Да, это знаки, информация для принятия решений. С другой стороны, то, что мы видим, может говорить об, скажем, убеждениях человека, о его самооценке. То есть если у человека есть там какой-то комплекс неполноценности, там, самобичевания, ой, бедный я такой весь из себя и несчастный. Один из вариантов, как он будет выглядеть, это фуфаечка такая подранная, не очень хорошо пахнущая, да, ушаночка такая вот, вся такая, и 300 лет лапти. Да, бедный, несчастный, тонкий мир, да, высшая Вселенная всегда отвечает «да». Мы тебе поможем испытать то чувство, за которое ты держишься двумя руками. Но она тебе атрибуты, она тебе негативные энергии, чтобы ты мог прочувствовать, да, вот свое состояние, которое ты заказываешь, вызываешь, да, когда вы произносите что-то. Да, это программа, которая вызывает определенные последствия. Да, это программа действий. Да, в том числе и знаки, которые говорят о будущем. Да, по большому счету, перед каждым человеком нарисовано его будущее воплощение. Да, кто-то пойдет вниз, там, в мир животных, предположим, кто-то пойдет вверх. Сегодня программист, в следующем воплощении там уже лидер, там воин или правитель. Да, вот это как бы одни из примеров. В данном случае нет цели перечислить, что есть в эзотерике, что мы изучаем, но это одни из ключевых примеров, да, вот той информации, которую воспринимает человек, у которого раскрыты способности. Информация, которая жизненно необходима для принятия тех или иных решений. Ну что, всем успехов в раскрытии способностей и в том, чтобы научиться читать жизнь, да, как открытую книгу. Да, что происходит, почему происходит, о чем это говорит. Всего доброго.